Afra'nın ölümüyle benim hiçbir ilgim yok. Bize kumpas kuruyorlar. El alemin işi gücü yok, bize kumpas kuruyor öyle mi? Birisi var işte. Şimdi Dinçer diyeceksin kesin. Niye olmasın? Lanet olsun seni tanıdığım güne, seninle karşılaştığım güne. Tutunacak tek dal sen kalmıştın geride. Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. В начале эпизода Эшреф говорит Нисан держаться подальше от Динчера. Но он не просто предупреждает ее, он говорит это довольно резким тоном. Конечно, он не просто сидит сложа руки рядом с Динчером, он еще и насмехается над ним, говоря держаться подальше от Нисан. Но Динчер не из тех, кто легко сдается. Считая, что Эшреф убил его отца, он даже усложняет план, добиваясь освобождения Эшрефа только ради мести. Другими словами, Эшрефа освобождает Динчер, который также затаил на него обиду. В этот момент мы видим, насколько безрассудно Динчер действует из мести. Нисан, с другой стороны, глубоко оскорблен предостережением Эшрефа держаться подальше от Динчера. Это приводит к жаркому спору между ними. Но что интересно, во время ссоры они также признаются друг другу в любви и привязанности. Таким образом, с одной стороны, они ссорятся, а с другой выражают свою любовь и неспособность отказаться друг от друга. Эти сцены яснее показывают их связь. Тем временем Кадир разрабатывает новый план, чтобы избавиться от Эшрефа. Он похищает Гурдала и отправляет его покупать наркотики у русских. Эшреф вынужден вмешаться и заплатить, опасаясь, что Гурдалю причинят вред. Сначала он думает, что платит Кадир, но узнав правду, понимает, что Гурдал в затруднительном положении. Благодаря дяде Хыдыру и его людям, Эшрефу удается вернуть русские вещи и уйти. Но затем происходит нечто важное, дядя Хыдыр бросается под пулю, чтобы защитить Эшрефа, и его подстреливают. Эшреф глубоко переживает эту ситуацию. Когда он говорит дяде Хыдыру: «Я обязан тебе жизнью за это», дядя Хыдыр самоотверженно отвечает: «Ты мне ничего не должен, я бы пожертвовал жизнью ради тебя». Эта сцена стала одним из самых трогательных моментов серии, поистине душераздирающей. Однако Динчер не сидит сложа руки. Разыскивая Эшрефа, он узнает, что тот застрелил Калпазана. Он решает использовать эту информацию, чтобы сбить Нисан с толку. Он отправляет Нисан посылку с окровавленным ножом и надписью «Ты следующий». Эта посылка пугает Нисан и вызывает у нее еще больше подозрений в отношении Эшрефа. Динчер тут же идет к Нисан и начинает клеветать на Эшрефа. Он пытается убедить ее, что Эшреф виноват в смерти Афры. Услышав эти слова, Нисан не выдерживает и тут же договаривается о встрече с Эшрефом. На встрече она выходит из себя, хватает Эшрефа за шиворот и набрасывается на него со словами: «Если Афра погибнет из-за тебя, я сама тебя убью». Тем временем у Ермака возникают проблемы на другом фронте. Она преследует Кинана, одного из людей Кадира, врывается в отель и, держа его под дулом пистолета, давит на него, чтобы тот выдал местонахождение брата. Мюслим и Фарук также пытаются поддержать Ермака, но Кинан проявляет хитрость. Он каким-то образом нейтрализует Ермака и берет ее в заложники. В конце концов, они отводят Ермак к ее брату Гурдалю. Таким образом, напряжение между Эшрефом и Нисан этим не ограничивается, назревает серьезный конфликт между Гурдалем и Ермаком. В этом эпизоде Чикдем оказывается между двух огней. Ее мать-прокурор уже не спускает с нее глаз, следя за каждым ее шагом. Но что-то в кадрах, снятых Чикдем, привлекает ее внимание. Становится ясно, что Кадир находится в самом центре событий. Осознав это, она не может устоять и немедленно отправляется на встречу с Кадиром. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку у Чикдем есть потенциальное оружие, которое может раскрыть преступление Кадира, но также подвергает ее серьезной опасности. Тем временем в дело вмешивается женщина, которую сопровождает Динчер. Она угрожает Чикдем уничтожить все улики и записи, связанные с отелем. Она фактически давит на Чикдем, говоря: «Закрой это дело, иначе будешь отвечать за последствия». Таким образом, Чикдем вынуждена бороться и с совестью, и с угрозами.
С одной стороны, с желанием поступить правильно, с другой, с сильным давлением, которое давит на нее. Конечно, прокурор не сидит сложа руки. Она начинает серьезно подозревать действия собственной дочери. Она даже устанавливает за ней тайную слежку. Наконец, узнав, что Чегдем встречается с Кадиром, она берет дело в свои руки и организует облаву. В этот момент не только Кадир, но и Чегдем оказываются загнанными в угол. Больше всего прокурора беспокоит возможность того, что в этом замешана ее собственная дочь. Эти сцены не только подталкивают характер Чегдем к более конфликтной ситуации, но и усиливают напряжение, проводя параллель с историями Эшрефа, Нисана и других. Другими словами, серия не только о любви и мести, но и о героине, разрывающейся между правосудием, давлением семьи, добром и злом. Короче говоря, 16-я серия была очень напряженной, построенной на любви, мести и самопожествовании. Пока Эшреф и Нисан разрывались между любовью и ссорой, планы Кадира и Динчера еще больше все усложнили. Однако самопожертвование дяди Хайдера, пожалуй, стало самым незабываемым моментом серии. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.